Меня зовут Егор, мне 29 лет. Сегодня последний день ретрита в Беларуси. Май, прекрасная погода. Сейчас я живу в Москве. Поиск у меня во мне появился довольно давно. Лет, наверное, 18. Я первый раз увидел и почитал книгу Кастанеды, но она повлияла на меня, повлияла на мое мировосприятие. После этого я начал искать что-то более глубокое. То есть изначально это был цигун, лет 19-20 я начал заниматься цигун. Там были какие-то свои результаты, какая-то чувствительность появилась, но не хватало чего-то большего, какой-то, может, глубины. Но вот сейчас я могу сказать, что это глубина. Тогда я понимал, что просто инструкторы не доносят все. То есть мне хотелось чего-то большего, но они не могли этого дать. Начался период активных занятий спортом. Вот, соответственно, это были сначала просто пробежки, турники, потом это были единоборства. После этого как-то меня затянуло в йогу. Вот. После йоги, я йогой позанимался год, наверное, 3 или 4, и меня затянуло в ментальные и эзотерические практики, на развитие как раз вот тонких ощущений, на развитие интеллекта, ментала. Вот. И с учетом того опыта, который я там получил, там каких-то осознаний, которые пришли, я понял, что я, опять же, там не получаю чего-то важного. И в моей жизни появились какие-то ситуации, которые дали понять, что важно идти глубже. Когда я это понял, когда я это осознал, я пошел на випассану. Причем, как я туда попал, это было немножко мистично даже, что ли. Ко мне подошел человек на улице, просто дал мне афишу и сказал: завтра начинается регистрация в 7 утра, тебе надо. Я такой: опа. Такой: ну надо, так надо. И пошел. Там я ощутил, наверное, первый раз, что такое углубление тотальное, потому что все условия, которые были там, они созданы для того, чтобы ты прям углублялся все глубже и глубже. Но там ты идешь один. Вот. После того, как я вернулся, в моей жизни появилась трансцендентальная медитация. Это тоже такой практика углубления восприятия. Но и там, наверное, впервые я понял, что такое, наверное, открытие сердца. То, когда тебе классно все, что вокруг происходит, тебе все замечательно. Ты чувствуешь себя, размером с полвагона метро, вот, и тебе очень кайфово от этого. Вот, но, соответственно, там я это почувствовал, и оно опять ушло. И спустя пару месяцев как раз вот появилась ваша школа, появились практики тишины в моей жизни, следом интенсив сразу, и, соответственно, вот я оказался здесь. Вообще цель я для себя ставил самые высокие, то есть в идеале пробудиться. Но я понимал, что поскольку я не совсем давно понял, что это такое, как к этому идти, что есть какие-то недоработки. Сейчас я понимаю, что эти недоработки, они тоже такие очень условные. И что, по сути, если оно надо, то оно вот. Если ты готов, получай. Вот. Но у меня какое-то было сомнение по поводу того, что до конца ли я готов или нет. Сейчас, в период ретрита, были какие-то состояния, когда все эти шаблоны, они падали. Здесь все очень быстро. Происходит настолько быстро, но я раньше такой скорости не наблюдал ни в одной практике. То есть ретрит начался вечером, следующее утро у меня уже какое-то осознание. И осознание не происходит постоянно. Ты, грубо говоря, только ставишь для себя цель, пару часов не знаю, максимум день, оно пришло. То есть у меня все это началось, я помню, первое такое сильное состояние, которое меня поразило в какой-то степени. Я увидел мир глазами ребенка, у которого еще нет мышления. То есть ты смотришь на все, это как не то чтобы остановка мира, это ты видишь все таким, какое оно есть. То есть если сравнивать это с взрослением, допустим, то есть человек, он родился, он начинает расти, в него родители сразу с детства закладывают какие-то
шаблоны поведения, какие-то программы, и ты в итоге смотришь на дерево, мама говорит, что это сосна, ты веришь, что это сосна, у тебя сразу появляется голограмма, ты уже не видишь дерево, ты видишь сосну. То, что ты воспринимаешь сосной, то же самое с каждым, абсолютно с каждым действием, там, с каждой ситуацией, с каждым объектом в твоей жизни происходит так же. Ты нарабатываешь этот шаблон, и в итоге там очень тонкая грань. Настолько тонкая. Это как голограмма, которую ты навесил, и все, и за ней ты больше не видишь реального мира. И, ну, одно дело это на словах слышать, я это слышал много раз, но другое дело, когда ты вот пытаешься заглянуть за него, и ты понимаешь, что оно все какое-то живое, оно какое-то динамичное. То есть голограмма, она какая-то статичная. То есть ты смотришь на нее, и тебе неинтересно. Грубо говоря, ты смотришь на мир, и тебе неинтересно жить. И тебя все как-то однотипно. Вот, а здесь оно какое-то живое, и тебе прям интересно, тебе интересно разглядывать, интересно ходить, интересно смотреть. И ты понимаешь, что здесь нет никакого твоего привнесения в это. Вот. Но я так походил минут 10, тут закрылся, опять появился какой-то мыслительный процесс, опять появился какой-то шаблон восприятия. Окей. На следующий день. Что было на следующий день? Но, по сути, все эти состояния были гранями настоящего момента, только с разных сторон я к ним подходил. Если первый день это было просто сознание, второй день это было как будто тебя в него засосало. Ты стоишь и не понимаешь, что произошло, потому что все вокруг, оно такое насыщенное, живое, а ты часть этого. Вот, и последнее, во что меня включило, это просто картинка, просто экран, и ты вот видишь свои руки, ты видишь свое тело, но именно глазами, но тебя нет. Есть все вокруг, и вот твои руки в кадре, и все. Очень интересное состояние, мне они прям очень понравились. Вот, ну и самое последнее, самое мощное состояние было вчера, когда мы сидели и слушали Геннадия, точнее, как он отвечал на вопросы. Я сижу вообще не здесь. То есть я сижу, мир остановился, и я где-то, меня прям вот тащит из тела. Либо это тащит из тела, либо это тащит в окружающий мир, как будто растворяет. Вот. Но оно, конечно, не закончилось до конца, не было этого полного растворения, но сам момент был, конечно, очень интересный, очень такой яркий и мощный. Если человеку это интересно, если человек там ищет что-то больше и глубокое, то та среда, которая есть здесь, она настолько помогает там всем процессам происходить быстрее. Ну, это, по крайней мере, для меня это такой очень глобальный опыт, очень глобальный. Вот, и учиться дальше тоже очень интересно, потому что, ну, не знаю, может быть, это мое мировосприятие, я себе не представляю. У меня закончился тот период, когда мне хотелось там тусовок с друзьями, там много друзей, много хороших друзей. Мне перехотелось там идти по карьерной лестнице. Я понимаю, что построение отношений в контексте современного социума — это не то счастье, к которому мне хочется стремиться, потому что вроде когда их нет, тебе хочется. Когда они есть, тебе хочется, чтобы их не было. И вот я это прочувствовал на себе, и мне не хочется повторять вот этих ошибок, а я понимаю, что первое, что нужно сделать, это внутренне прийти к этому. Внутренне стать более полноценным, более счастливым, что ли. Разобраться в себе, стать гармоничной личностью, и тогда партнер, который у тебя появится, у вас с ним изначально выстроится гармоничные отношения. Ты приезжаешь работать и максимально менять себя. Если как бы человек готов к этому, то здесь идеальная обстановка, чтобы это совершилось. Причем границы нету, точнее глубины. Но не то чтобы нету, предела для углубления своего его нет. Люди вокруг, они настолько глубокие. Я с учетом того, что там, не знаю, 7-8 лет занимаюсь практиками, я приехал сюда и чувствую себя маленьким ребенком, который не знает ничего. Ну, хотя до этого я думал, что я столько всего знаю и умею, и понял, что это все бесполезно.
это все развитие где-то в какой-то одной плоскости, а здесь ты прорабатываешь другую плоскость. Как-то так. Этот опыт, по сути, начался еще тогда, когда я только начинал заниматься практиками. Когда мне было лет, наверное, 19-20, я впервые начал заниматься цигун. Вот. И первое, что я почувствовал, это как раз вибрация в ладонях и вот это ощущение какого-то щекочения на макушке головы. И при медитациях периодически возникал опыт какого-то не то раскручивания, не то всасывания через макушку, как будто твое сознание прям засасывается. Но в этот момент всегда останавливал какой-то страх неизвестности, наверное, страх того, что непонятно потом, вернешься ты обратно или нет. И поначалу, мне не с кем было поговорить по этому поводу, мне никто не мог сказать чего-то вразумительного. Ну и опыты повторялись не так часто, поэтому как-то оно загасло. Вот, но с тех пор, как я начал медитировать уже более серьезно, они время от времени приходили, но никогда не получалось пройти вот эту завесу того, что в этот момент нужно отпустить все, что тебя держит в этой жизни, все, за что ты хватаешься в социуме, там все твои знакомые, работа, там любовь, там и так далее, и так далее. И не получалось, там когда-то получалось там зайти чуть глубже, но все равно не настолько, чтобы полностью этот момент отпустить. Вот. А когда я приехал сюда на ретрит, это второй ретрит. Если первый был для меня про тишину, про состояние тишины, то есть я во всем пытался увидеть тишину и старался погрузиться в нее все больше, то после ретрита произошел опыт пробуждения. И после этого опыта сейчас вот этот ретрит, который заканчивается, он больше про чистоту восприятия. То есть чистота в плане того, что вот есть, допустим, наше знание о мире. То есть мы все в течение жизни там нарабатываем какое-то определенное знание по поводу всего, чего нас окружает. И, это, как правило, мысли, оценка. Но под этой оценкой есть такой, как какой-то фильтр, как какая-то пленка, вот определенное состояние. Вроде ты смотришь на объект, у тебя мысли нет, у тебя оценки нет, но у тебя есть какое-то тонкое состояние, которое характеризует этот объект для тебя. И для меня этот ретрит был о том, чтобы убрать, чтобы видеть мир кристально чистым, таким, какой он есть. И на этой почве я понял, что очень важно давать себе какой-то как это назвать, не с намерением смотреть на это, а давать себе определенные команды, вкладывая намерения для того, чтобы получить больший результат, какой-то лучший, более качественный выхлоп. И для меня изначально, там первые несколько дней, я вкладывал намерения в раскрытие сердца. Там день на второй я понял, что все, оно подкрылось, поток пошел, свет зажегся. И на этом фоне всплыло какое-то количество программ, которые я там после этого начал прорабатывать. И только день на третий, на четвертый я понял, что в принципе я же приехал сюда за еще большим углублением. И я про него совсем забыл. И дня с третьего я как раз начал бить в эту точку там глубже, потому что я понял, куда, как к нему идти и как к этому стремиться, как добиваться этой глубины. Вот, и как раз день, наверное, на четвертый произошел этот опыт в медитации. Мы сидели, и поскольку было тотальное желание идти до конца, и опять возникло вот это щекочение в зоне макушки, и я прям всем намерением, все, что было, прям бух. И в этот момент, если раньше я потихоньку подплывал к этому состоянию, там сознание подплывало, а здесь у меня как будто с разгону, с трамплина прям пух,
выкинуло отсюда. Вот, и я очутился в пространстве. Если смотрели фильмы про космические путешествия, когда вот самолет уходит в гиперпространство, и вот это непонятное какое-то месиво, которое вокруг из цветов, и тебя несет куда-то, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Вот примерно такое же ощущение, только ощущение сознания. Тело, оно осталось там, и все, я его в этот момент уже не чувствовал. Последний момент, когда я чувствовал тело, это было какое-то напряжение, когда как раз вот сознание начинает подтаскиваться все выше, 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 выше. И после вот этого процесса какого-то полета в гиперпространстве меня как будто выкинуло в белый свет. Даже не то, чтобы выкинуло, а как будто я стал белым светом и просто растворился. И вот в этом растворении там я находился какое-то время до тех пор, пока не вернулся обратно. И вот это возвращение обратно, оно было тоже каким-то своеобразным, возможно, перещелком, потому что я начал ощущать какую-то новую чистоту, что ли. Это как будто какое-то изменение в восприятии, но оно настолько тонкое, что его пока я не понимаю, как описать. И вообще, можно ли его как-то описать? В принципе, само это состояние описать довольно сложно, потому что оно не в уме. Вот. И, как-то вот так и произошло. Но было интересно, очень классный опыт. Я рад, что я наконец все-таки вылез туда, потому что мне было очень безумно интересно, что там такое. И насколько я понимаю, насколько есть ощущение, что это только начало, что по сути вот это растворение это не максимум того, что может быть. И есть еще более глубокие, и еще более глубокие, и еще более глубокие состояния на фоне как раз вот этого выхода туда. Непонятно, правда, куда, но вот туда. Вот, как-то так.